Стремительным галопом мы с вами движемся к концу календарного года. Осталось 1,5 недели. В общем-то, и год войны уже вот-вот. Что там осталось-то до 24 февраля? Все принялись подбивать итоги, и появились два больших материала, которые ведут к одной общей мысли. Первый материал – это большой разговор с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным. Залужный, помимо всего прочего, озвучил прогноз относительно дальнейших планов российской армии, а именно нового рывка на Киев. Генерал исходит из того, что новое наступление неизбежно, что примут в нем участие до 200 тысяч человек из числа мобилизованных, что состоится оно в конце зимы или начале весны. Валерий Залужный – бесконечно уважаемый человек. Он суперзвезда этой войны и, видимо, станет первым великим полководцем 21 века. Но он именно что полководец. Он не сторонний аналитик, не журналист и даже не гражданский чиновник. Он крайне редко дает интервью, он не из тех, кто комментирует все подряд. Любые его публичные слова продиктованы военной логикой. Логикой решения задач по защите своей страны. Именно поэтому к словам Залужного при всем уважении нужно относиться очень осторожно. Возможно, он описывает ту реальность, которую видит. Быть может, он сгущает краски, чтобы мотивировать союзников Украины на ускорение поставки вооружений и техники. А может быть, понимая, что против него воюют не генералы, а провинциальные политтехнологи, хочет спровоцировать врага на самоубийственные поступки. Ведь статья в большом британском СМИ для этих удивительных людей в 1000 раз важнее фронтовой обстановки. Как бы никто ни относился к интервью Залужного, мы понимаем, что Путин со своими генералами очень хочет прервать затяжную череду поражений, желательно большим решительным наступлением. Потому что все механизмы обеспечения этой войны уже окончательно закисли. Невозможно полгода брать Бахмут в ожидании рывка ВСУ на Мелитополь. Ведь совершенно все, на что был предыдущий расчет, провалилось. Европа не замерзла без российского газа, хотя зима в самом разгаре. США после выборов не обрубили помощь Украине. Более того, на уровне британского министра обороны идут разговоры о передаче ВСУ дальнобойных ракет. Украина не капитулировала после разрушения энергетической инфраструктуры. По российским военным объектам, в том числе очень далеким от линии фронта, теперь прилетает каждый день. Цель таких прилетов не только в том, чтобы уничтожить сами объекты, но и в том, чтобы показать Путину, где видали его красные линии. Кажется, что все шаги эскалации, кроме ядерного оружия и нового масштабного наступления, уже исчерпаны. Кажется, другого выхода, кроме как отправить на смерть очень много людей, уже не осталось. Логику дальнейших событий нам раскрывает материал New York Times. Журналисты рассказывают о том, как готовилась нынешняя война. Но поскольку дальнейшие решения будут принимать те же самые люди, с теми же военными талантами и тем же отношением к человеческой жизни, то эти сведения можно экстраполировать и на будущее. Сейчас поговорим об этом. Сначала небольшое некоммерческое объявление, важное от опытной такой правозащитной организации, очень уважаемой. Дальше продолжим, обсудим, какие выводы можно сделать из статьи в New York Times. Сейчас многие уезжают из России, а вот правозащитники из команды «Против пыток» наоборот открывают новый филиал в Петербурге. Команда «Против пыток» — это бывший комитет против пыток, занимается общественным расследованием дел о пытках в полиции, в тюрьмах, везде, где человек остается один на один с государством. И чтобы представлять интересы заявителя во время следствия и на суде, правозащитникам необходимо находиться в городе, где все происходит. Вот поэтому они открывают филиал в Петербурге. Он будет заниматься экспертизой, предоставлять адвокатов, помогать с медицинской и психологической реабилитацией. На все это нужны деньги. И тут правозащитники решили не просто объявить сбор, а запустили специальный проект. Вместе с художниками они выпустили лимитированный тираж 50-рублевых купюр в NFT. Тираж посвящен городу, изображенному на оригинальных купюрах Санкт-Петербургу. Каждая купюра рассказывает об альтернативной истории города, о пытках, незаконных задержаниях и нарушениях прав человека. Средства от продаж NFT будут перечислены на открытие и работу петербургского филиала команды «Против пыток». Сейчас уже удалось собрать 805 тысяч, а нужно 6 миллионов. Подробнее прочитать о команде «Против пыток» и купить NFT-купюры вы можете на сайте проекта, я оставлю ссылку в описании. Там же можно сделать и обычное пожертвование в рублях или криптовалюте.
Да, в России сейчас все очень плохо с правосудием и правами человека, но раз есть еще люди, которые могут и готовы защищать тех, кому нужна защита, мы должны им помочь. Наша редакция перечислит туда сейчас $500. Перечислите, пожалуйста, и вы. Продолжим. Согласно документу, опубликованному New York Times, идея взять Киев за 3 дня была еще довольно консервативной. Киев собирались взять не за дни, его собирались взять за часы. Передовые части российских войск должны были выйти к границам Киева уже без 5 минут 3-го часа дня 24 февраля. Таким образом, уровень компетентности в отношениях с реальностью у авторов всей этой кровавой авантюры примерно на уровне игры в казуальную стратегию. На минимальной сложности и с читами. Опять выясняется, что не нужно накручивать лишних сущностей. Все происходило ровно так, как выглядело. В российском генштабе просто обвели рамкой наличные силы и правой кнопкой мыши отправили их на иконку Киева, в надежде, что и так сойдет. Слава, конечно, всем богам, что 20 лет отрицательного отбора сформировали именно такой генералитет, которому не помог ни эффект внезапности, ни кратное превосходство в технике и вооружениях, ни отсутствие значимых сил ВСУ именно на киевском направлении. Генералитет, который так бестолково спланировал наступление, что Киевская область была просто усеяна сгоревшими российскими танками и БТРами. Который потерял за пару недель активных боев больше танков, чем стоит на вооружении приличной европейской страны. Отвага и профессионализм украинской армии не подлежат сомнению, но все-таки черт его знает, как все сложилось бы, не доведи путинское государство свою армию вот до такого кромешного состояния. Силы были уж слишком неравны. Несмотря на то, что мы в общих чертах все давно знали, читать подробности тягостно. Ты читаешь о людях, которые перепутали цены на нефть с величием. Этим людям повезло жить в такой благоприятный период, когда дождь бесплатных нефтедолларов оплачивал все их косяки. Жить в эпоху мира и процветания, в окружении иностранных лидеров, ищущих не побед и завоеваний, а компромиссов. Но они возомнили себя наследниками империи, которых все вокруг должны уважать и бояться. Десятки тысяч людей погибли с обеих сторон, сотни тысяч пострадали, миллионы стали беженцами. 2 крупнейших славянских народа теперь распылены по всему свету. Рухнули бизнесы, карьеры, образы жизни. Десятки тысяч уголовников выпущены из тюрем, взлетела преступность, балом правят полевые командиры. Россия стала государством без границ и без закона, будущее скрыто мраком. И все это только потому, что пожилые люди с мышлением подростков решили всем показать, что есть еще похер в похеровницах. Поверить в это невозможно, но это так. Когда ты читаешь статью в New York Times, появляется четкое ощущение, что не просто так Путина вечно распирает на улыбочки, шутки и смехуёчки при разговоре о жертвах. Что всему этому кружку совбеза происходящее реально по приколу. Они говорят, что не собираются считаться с потерями, повторяют какие-то идиотские мантры о том, что Россия умеет терпеть, будто реплики из кино зачитывают. Будто все происходящее понарошку. Медиазона установила более 17 тысяч погибших поименно. Суммарные оценки потерь погибшими близки к 30 тысячам. За 9 месяцев войны потери уже приближаются ко всей русско-японской войне. Если Валерий Залужный прав, и Путин реально собирается вновь бросить на Киев 200 тысяч человек, то он завалит трупами вообще весь север Украины. Это будет Бахмут, помноженный на гигантский масштаб фронта и массу войск. Снова заради ничего, заради пустоты. Это самая гнетущая мысль. В центре Европы, в 20-х годах 21 века, чувак массово убивает людей, потому что насмотрелся кино про полководцев, и теперь ему западло признать себя проигравшим. Эта мысль вгоняет в ступор. Руководство страны с 150 миллионами населением на старости лет играет в зорницу. Почему история решила преподать нам урок о контроле за властью, о разделении полномочий, о сдержках и противовесах настолько звезданутым образом? Это ж прям какой-то гротеск. Друзья, если вы допустите монополизацию власти, то на троне окажется старик, который от безделья и изоляции пойдет убивать людей, и никто не сможет его остановить. Характерно, кстати, что вот, пожалуй, уже пару месяцев мы живем даже без официальной версии войны. Обратите внимание, ее версии этой, правда, больше нет. Ладно, демилитаризацию и денацификацию никто не принимал всерьез с самого начала. Эти слова мало того, что не имеют никакого внутреннего содержания,
Они вдобавок настолько фонетически уродливы, настолько невыносимо корявы, что любой их произносящий выглядел клоуном. А расшифровать, что, собственно, они за собой скрывают, не пытался вообще никто. Когда стало ясно, что эта чушь не работает совсем, повестку захватил оккупантский раж. Дескать, ура, мы приросли новыми территориями. Россия тут всюду и навсегда. Какой восторг! Жители самой большой страны с самой обширной в мире территорией должны очень обрадоваться тому, что для них оторвали по кусочку от украинских регионов. Тогда, если помните, российские федеральные чиновники протоптали себе тропу на оккупированные территории Украины. Открывали памятники, строили большие планы по освоению земель и бюджетов. К середине осени поездки эти закончились. Во-первых, чиновников в этом самом глубоком российском тылу теперь убивают слишком часто, а в планы Сергея Кириенко явно не входит получить ракетой по голове или гранатой по машине. Во-вторых, чем громче хвастаешь новыми приобретениями, тем больнее их обратно сдавать. Эйфория от оккупации как-то исчезает, когда ты не в состоянии удержать и контролировать то, что оккупировал. Сейчас нет ничего. Все обратили внимание на рэпера Птаху, который сказал, что без понятия, к чему все это вообще в эфире НТВ. Но в этой сцене было нечто более важное. У ведущего Норкина не оказалось никакого заготовленного ответа на эту реплику. Вся студия совершенно растерялась. Норкин промямлил что-то в духе «вас, молодежь, не понять» и быстренько свернул тему. Мы прошли путь от плохих, идиотских, лживых оправданий к их полному отсутствию. Все, что сейчас может выдавить из себя пропаганда, звучит так. Мы должны воевать, чтобы не проиграть. Потому что если проиграем, то все об Россию вытрут ноги, а нас отправят в Гаагу. Это я не просто так лишний раз рассказал. Это очень важно помнить. Если Залужный прав, говорит нам правду, или как вариант, если Залужный сознательно вводит врага в заблуждение, чтобы враг, радостно подбирая портки, ломанулся вновь брать Киев, то для России и ее граждан это ничего не меняет. В любом случае гробят массу людей. А это превращает новую волну мобилизации из вероятной в неизбежную. Мы видим, как государство сейчас к ней готовится не только административно и законодательно, о чем мы не раз говорили, но и идеологически. Можно бесконечно угорать над убогостью социальной рекламы в поддержку мобилизации, но надо помнить, что пусть на ней и прут 98 рублей из 100, выделенных на съемки, пусть сценарий пишет нейросеть, а снимает студийный сторож, пусть ничего умнее, чем тейк «не пошел воевать ни мужик», они придумать не смогли, но берется такой продукт не с ровного места. Государство понимает, что каждый следующий мобилизованный будет даваться труднее предыдущего. Поэтому кроме облав и репрессий, которые опасны и могут вызвать массовое недовольство, нужно выдумывать какую-то идеологическую подоснову. Глобально ничего придумать нельзя, но давить на базовые бытовые соображения еще как можно. Мол, раз уж ввязались в драку, забудем, почему ввязались и зачем, мы уже и сами забыли. Так вот, раз уж начали, то нужно продолжать. Ну и аргументируют как могут. Что родину, пусть она и ошиблась во всем, бросать нельзя. Что ты же мужик, а не глупый пингвин, чтобы прятать тело жирное в утесах, пока тебя защищает кто-то другой. Что вот ты за маминой юбкой прячешься и в Грузию бежишь, а как ты потом в глаза людям посмотришь? Все мы тут, дескать, одна большая семья. Мы, кто на разжигании войны 5-ю квартиру на Остоженке присматривает. И ты, который сгинет, едва переступив границу. Мы все в одной лодке. Каждый на своем фронте. Как же можно трусить и убегать? Что ж ты за человек такой? Как вообще не стыдно? Вы ошибаетесь, если думаете, что на людей такие аргументы не подействуют совсем. Еще как подействуют на некоторых. Вопрос. Если ты страну защитить не можешь, как ты защитишь свою семью? Он куда менее абстрактный, чем какая-то мутная херота про войну с ЛГБТ и номерными родителями. Да, мальчики уехали, мужчины остались. Вот к этому случаю и для таких людей я не ленюсь еще раз повторить. Ваша смерть не будет иметь значения. Ни в хорошем, ни в плохом смысле. Вы не воины света, не прислужники сатаны. Вы не спасаете мир от нацизма и не расчистите жизненное пространство для арийской расы. Вы просто умрете. Совсем просто так. Для тех, кто туда вас послал, ваша смерть даже не будет реальна. Она будет шуткой, игрой, поводом порассуждать, что, мол, русский народ готов терпеть и жертвовать.
Они живут внутри советского фильма, где на плечах погоны генералиссимуса, во рту трубка, а по бокам сидят Черчилль и Рузвельт, с которыми они делят мир. Разница в том, что вам никто не скажет «стоп, снято». Вы не встанете с пыльного поля и не пойдете в фургон отпаиваться чаем с печеньками. Для них все нереально, но вы умрете взаправду. Кому-то перспектива смерти может показаться маловероятной или не такой уж страшной, потому что 7 смертям не бывать, а на смерти твоя история заканчивается. Но ведь все может обернуться совсем по-другому. Ваша история может продолжиться на десятки лет жизни лежачим больным. Без ног, без рук. Предположим, вам не жалко собственную семью, которая будет вынуждена угробить свою жизнь на вынос из-под вас уток. Но вы знаете, что такое пролежни? Это когда вас моют и постельное белье меняют недостаточно регулярно, и вы начинаете буквально гнить живьем. Вот в этом состоянии, когда спина изъедена пролежнями до голого мяса, а вы полностью зависимы от других людей, вы будете всякий раз спрашивать судьбу, за что же тот крошечный осколок размером в сантиметр попал мне в позвоночник, а не в висок? А главное, вы будете спрашивать, зачем же я туда поехал? Зачем меня туда послали? Кому все это вообще было нужно? Все видят ветеранов войн в двух состояниях. Бодрые старички на парадах и фотографии на могилах. Никто не видит ветеранов с скалоприемниками, потому что те просто умирают дома и никому их не показывают. Какие бы последствия этой войны не догнали бы вас лично? ПТСР, отмороженные в окопе почки, травма, инвалидность, смерть. Эти последствия останутся с вами навсегда. Для всех война закончится скоро, по историческим меркам. Но не для вас. Билет на войну – это в любом случае билет в один конец. Оттуда вернется уже другой человек. Со съехавшей крышей, инвалид или труп. Кому как повезет. Так что не нужно вам туда. Это незачем, не за что. И ничего хорошего из этого ни при каких обстоятельствах не выйдет. До завтра.